Господи, хоть бы это была собака, хоть бы это была собака. Так странно находить вещи людей, которые, как мне кажется, скорее всего, уже мертвы. Это камера. Фух, слишком много стрессов. Привет, я Саша Демин, а это значит, что вы на канале Шореально. Это видео выходит благодаря моим подписчикам, которые в комментах просили меня снять видео на эту тему. Многие утверждают, что в Украине есть своя аномальная зона. По аналогии с самой знаменитой Бермудской, ее называют Бугайским треугольником. И находится он между 3 сел в Сумской области. Сразу скажу, я скептик и не очень верю в паранормальное, но тем не менее я всегда даю шанс разным слухам, поэтому я решил поехать и проверить лично Бугайский треугольник. Скажу честно, во время этих съемок я пережил довольно много страшных моментов, которые, наверное, еще долго останутся в моей памяти. Но досмотри это видео до конца. Именно там я сделаю окончательные выводы. История аномальной зоны началась с одной маленькой девочки из села Малая Бугайка. Без видимой причины одну из сестер Мартыненко, 10-летнюю Марию, стала регулярно избивать невидимая сила. В начале войны семья Мартыненко уезжает, но зона аномалий только расширяется. Люди в Малой Бугайке начинают видеть галлюцинации, техника на полях перестает работать, а животные покидают эти места. Люди, попавшие в зону аномалий, теряются во времени и пространстве, начинают блуждать в местах, где просто невозможно потеряться. Механические часы выходят из строя, начиная заметно отставать или спешить. Малую Бугайку покидают жители, переезжая в соседние села. Но аномалия все расширяется и со временем достигает пределов деревень, куда бежали испуганные люди. Мне предстоит провести сутки в этих местах и проверить слухи об этом жутком месте. Мы находимся на окраине села Андреевка, это 4 километра до начала аномальной зоны, и здесь я хочу провести калибровку моих часов для того, чтобы нормально провести эксперимент с временными аномалиями. У меня с собой есть механические часы, которые и будут главными участниками эксперимента, также электронные часы и часы на телефоне. Сейчас я зайду на сайт точного времени 13:35 и калибрую все мои часы под это время. Так как я буду находиться в аномальной зоне где-то около суток, я проверю через 24 часа, насколько изменятся показания часов. Моя первая точка – село Холодник, один из углов Бугайского треугольника. По слухам, оно практически вымерло. Здесь нет ни магазинов, ни почты. Зато якобы есть аномалии. Чтобы сэкономить время, я решил осмотреть Холодник с воздуха. И оказалось, что в нем довольно много жилых домов, да еще с большими хозяйствами. Просто находятся они чуть дальше от основной трассы. А вот соседнее село Бугаевка, второй угол треугольника, практически заброшено и находится намного ближе к предполагаемому месту проклятого села. Именно там я проведу ночь. План таков. Покидайте зону Бугайского треугольника. Встретимся с вами в селе Бугайка где-то в районе 7 часов вечера. Гуляя по селу, я встретил местного паренька Сашу, который подтвердил мне некоторые слухи. Там от уже раніше тож була така аномалія, і тоді після того почали оттуда виїжджати усі. Ну да, тож ходили слухи, що і там і техніка ламалася, це там комбайни, трактори таке на полі. Там всяке типа таке, ну, аномалія, в общем. Да, вон. Видишь, вон там. Ну это кладбище, да? Вот там кладбище. Там вон за кладбищем. Ярок такой сразу. И то воно там. По поводу кругов на полях. Типа находили какие-то на да, круги на траве. Да. Я тоже снимал, но тут у нас недалеко.
Тут бачиш, тут ні 4G, нічого нового. А что ж ты? Що? Та все нормально. Да Все я. нормально. Что-нибудь там напишешь, я тебе скину фотку. Хорошо. Когда я общался с Сашей, его родители очень подозрительно поглядывали на меня через забор. И это понятно, ведь ближайшее отделение полиции находится километрах в 10, и местные хозяйства могут быть легкой мишенью для преступников. Зачастую людям здесь нужно быть готовым дать отпор незваным гостям. Но теперь и я стал переживать, что местные могут неправильно понять цель моего приезда. Блин, я реально побаиваюсь местных. Надеюсь, они нормально просто отреагируют, что я здесь хожу и пришел к ним на кладбище. Меня не примут за какого-то вандала. Чем ближе я приближался к кладбищу, тем больше усиливалось внутри меня чувство паники. Неожиданно проявился страх, который я не испытывал до этого. Бугайское кладбище, возможно, самое мистическое в Украине. Находится практически в центре аномальной зоны. Согласно легендам, тут похоронены все те, кто стал жертвой потусторонних сил. А еще поговаривают, что оно притягивает к себе самоубийц. По какой-то причине сюда приезжают люди, чтобы свести счеты с жизнью. Что-то жарко и что-то очень стрёмно здесь, ребятушки. Я прямо не ожидал. Не знаю. А я скажу честно. Я хочу отсюда уйти. Как-то птицы кружат вокруг кладбища. Фу, хватит, тю, соберись. Ты что-то вообще начал накручивать себя. Что я себя накручиваю лишний раз? Когда какое-то время уже здесь посидел, ты чуть-чуть привык к тому, что ты сидишь на кладбище. Единственное, что меня смущает, это то, что на меня сейчас смотрят лица с фотографий памятников. И это жутковато. И вот как только я пришел в себя, я обнаружил первую настоящую аномалию этого места. Вот только что я поймал 4G. То есть здесь, в центре Бугайского треугольника, связь как в центре Киева. И это странно, потому что на его окраинах интернет и связь очень плохая. В этот момент мне в голову пришла идея. Раз я не испытывал никаких изменений времени, то, возможно, находясь внутри аномальной зоны, ты просто этого не замечаешь. И если, к примеру, сравнить время, которое у меня там было на часах, а было начало 3-го, то, может быть, в этот самый момент где-нибудь в Киеве было 5:30, то есть время вне зоны идет совсем по-другому, но ты этого просто не замечаешь. Но имея быстрый интернет, это легко проверить. Я попробую сейчас вот связаться с подругой, которая находится в Киеве. И, в общем-то, узнаю у нее, сколько сейчас время на ее часах. Кристин, можешь сказать, сколько сейчас времени у тебя на часах? У меня сейчас на часах 16:40. 16:40. 16:40. 16:40. Я думаю, что сейчас еще можно провести эксперимент с компасом. Говорят, что компас здесь в аномальной зоне выходит из строя. Север там. Сейчас я покажу. Компас в телефоне. Только сейчас понял, что забыл скачать компас. И вы знаете что? То есть такой живенький интернет, что я просто за несколько секунд скачал себе компас на телефон. Конечно, здесь очень бликует. Но вот можно увидеть, что компас показывает правильно. Давайте зайдем в карту. Да, север. Север находится там. На самом деле очень глупое, как мне кажется, занятие. Вот так вот ходить и искать какую-то аномалию, что в каком-то месте компас перестанет показывать верно. Но просто в одном из видео, которое я смотрел, люди так и делали. Если верить статьям в интернете, то в зоне Бугайского треугольника компас уже через пару минут использования можно выбрасывать. Мой эксперимент
подтвердил обратное. Я обошел каждый квадратный метр на кладбище, и мой компас продолжал показывать точное направление. Моя следующая точка – это Яр, на окраине которого якобы находилось то самое проклятое село Малая Бугайка. В интернете можно найти огромное количество фоток, сделанных там, на которых изображены таинственные круги на траве. Я обошел практически весь Яр в поисках загадочных знаков, а еще исследовал всю его территорию с высоты. Возможно, конечно, мне просто не повезло, но я не увидел там ничего аномального. То же самое я могу сказать и про свои личные ощущения. Солнце двигалось к закату, когда я добрался до села Бугайка. Там я встретился с ребятами, у которых забрал палатку и вещи для ночевки. И договорился встретиться уже на следующий день. Ночи были еще холодные, поэтому я решил найти себе заброшенный дом. Осмотримся. В общем, у меня альтернатива такая. Либо я заночую вот в этой хате, либо вот в той. Я не знаю, это другая хата, либо это сарай. Сейчас я посмотрю. Ух ты, ё. Самое, что я действительно пока что опасаюсь, так это то, что меня видели некоторые жители деревни, что я здесь тосаю. Я надеюсь, они ночью ко мне не придут с вилами. Вот. Так, ну здесь крыша очень символическая. Я не думаю, что эта комната мне подойдет. Может быть, вот это? Чья-то фуфаечка. Так странно находить вещи людей, которые уже мертвы. И, возможно, я пересекался с ними сегодня на кладбище, на котором я снимал. Да, это, походу, был сарай, хлев. Тут, походу, жили животные. Вот. В этом сарае не вариант. О, здесь точно не вариант. Так. Но здесь хотя бы целые окна. И мне это нравится. Правда, веранда полностью развалилась. Да, время не пожалело это место. Честно сказать, выглядит жутковато. Да. Ну, полы здесь относительно нормальные. Здесь, правда, вот, судя по всему, фундамент начал искривляться и пошла по полу вот такая трещина. Не, ну что, отлично. Я считаю, вообще шикарно. А здесь мертвый мотылечек. Надеюсь, я буду выглядеть на утро оптимистичнее, чем этот мотылек. Ой, жесть. Ой. Дом мертвых мотыльков. Звучит как какой-то фильм ужасов. А здесь, вот здесь вот, походу, единственное место, где крыша протекает. Вот здесь вот и... Я надеюсь, в этом доме не жила ведьма. То прикиньте, будет еще страшнее. Ты ночуешь в доме ведьмы в аномальной зоне. Несмотря на то, что мне очень страшно, я иду на этот безумный эксперимент. И я надеюсь, что вы не просто подпишитесь, поставите лайк, но и поделитесь этим видео со своими друзьями. Разбив палатку и подготовившись к ночевке, я решил прислушаться к этому месту. Ведь все свидетели аномалий Бугайского треугольника утверждают о галлюцинациях, в голосах, в подозрительных звуках и надписях на стенах. Я около часа сидел, пытаясь уловить хотя бы малейший шорох, но все было впустую. Где-то есть полтергейст, есть какие-то души умерших. А я уверен, что хозяин этого дома мертвы. Я уверен, что я сегодня негласно пересекался с ними на том кладбище. Я думаю, скорее всего, что они похоронены там. Если вы здесь, если вы меня слышите, то подайте знак. Ну что, я думаю, пора выходить на вылазку в аномальную зону. Может быть, там что-то со мной произойдет, но я надеюсь, нет. Что слышно?
в аномальной зоне, какие звуки она издает. Нормально. Тишина. Блядь, мне показалось или... Слышал какой-то треск. Такое впечатление, что кто-то лазит в кустах. Я слышу хруст и не могу понять, с какой стороны. Это, наверное, пес. Я надеюсь, что это пес лазит. Капец. Господи, хоть бы это была собака. Хоть бы это была собака. Хотя я никогда так бы не говорил, потому что я очень боюсь собак. Не, ну ладно. С другой стороны, ну что это? Ну, серьезно. Я думаю, если бы это был полтергейст, он бы уже откусил мне ногу. Вряд ли бы он хрустел в кустах. Там реально кто-то ходит. Какой-то зверь. Давай я сейчас просто пойду посмотрю и удостоверюсь, что там никого нет. Вот это насекомое только что пролетело. Я не знаю, видели ли вы в кадре. Оно кинулось на мой фонарь. Ну, звук был в наушнике просто стрёмный. Огонь мерцает. Бляха, на камере он очень страшно смотрится. Реально, он то появляется, то исчезает. Может показаться вдалеке, что это какие-то огни летающих тарелок. Но на самом деле это огни Анастасьевки. Фух. Честно вам скажу, я не хочу идти дальше. Просто, если я не пойду дальше, то как же я докажу, что никаких аномалий здесь нет? Вы слышали это? Блин, как будто... Сейчас будет странное сравнение, но как будто лось фыркнул. Здесь нет лосей. Я, конечно, сейчас смеюсь, но было очень стрёмно. Фу, жесть. Фу. Твою мать. Не знаю, что это был за зверь. Фу, но я почувствовал, он мне прям в подбородок ударился. Фу, все, короче, хватит с меня приключений. Я сейчас нормально поем и нормально усну. И никто не будет мне мешать. Никакой полтергейст и никакие аномалии. Когда я вернулся в заброшенный дом, то уже расслабился и подумал о том, что никто и ничто уже не сможет меня в эту ночь потревожить. Как же я в тот момент ошибался. Полтергейст не пришел, но хотя бы придет сытость. Я, честно сказать, уже валюсь с ног, хочу лечь спать, потому что сегодня целый день ходить по аномальной зоне. Что-то капает на меня. Машина. Двери не хлопают, значит не выходит. Свет. Разворачивается. Но пока вроде никто не выходит. И вроде уехали. Это камера. Фух,
Слишком много стрессов. Походу кто-то, не знаю, катался по селу, решили развернуться. Или реально, может, увидели меня, но не стали заходить. Все, ну его нахер. Я не буду включать свет. Сердце бьется. До сих пор в себя прийти не могу. О, это хуже полтергейст. Я нахожусь внутри Бугайского треугольника уже где-то плюс-минус 21 час. 9:42 на мобильном телефоне. На электронных часах у меня 9:44. Они спешат на 2 минуты, но это нормально. Они у меня и обычно спешат на 2 минуты. Но мы проверяем мои механические часы, которые, по сути, у меня есть основные контрольные. На них у меня время 9:41. То бишь, они начали отставать на минуту за 21 час. Ну, что сказать, это нормально. Ну а теперь я подведу итог моих суток в Бугайском треугольнике. Никаких временных или пространственных аномалий я там не увидел. Более того, скажу, что сама территория аномальной зоны очень небольшая, и потеряться там крайне сложно. Кругов на траве я не нашел, но Саша отправил мне фотографию, которую он сделал лично. Не доверять ему у меня оснований нет, но тем не менее эта фотография также вряд ли может служить полноценным доказательством паранормального. Как, собственно, и свидетельства местных жителей, которые ничего сами не видели, но где-то что-то от кого-то когда-то слышали. Компас у меня работал исправно. Галлюцинации, странные звуки, минус. Ах да, говорят, что аномальную зону избегают животные, но животных я там не встретил. Тем не менее, птиц там очень много, соловьиным пением можно заслушаться. В общем, по моему личному мнению, никаких аномалий в Бугайском треугольнике нет. Все, что там есть, можно объяснить самовнушением и фантазиями, которые основаны на легендах суеверных людей. Но это лишь мое мнение. Свое ты можешь сформировать сам, если отправишься в Бугайский треугольник в рамках мистического туризма. Я, кстати, рекомендую тебе это сделать. Ну а на сегодня все. Подписывайся на канал, ставь лайк. Встретимся через неделю. Пока!